Лея сидела перед старинным трюмо в дорогом шелковом платье цвета слоновой кости, всматриваясь в свое отражение. Глаза были воспалены от слез, пальцы дрожали. Этот день должен был стать самым счастливым в ее жизни. Так говорили все вокруг в старинной вилле на побережье Амальфи. Но для нее это был день прощания со свободой. Ее выдавали замуж за мужчину, которому было больше 60. «Ты будешь жить как принцесса», — твердили мать и тетя, поправляя складки ее наряда. Отец молча пил вино на балконе с довольной ухмылкой, будто удачно заключил сделку. Ее обменяли. На виллу, счета в банке и беззаботное будущее. Но не ее. Когда началась церемония на террасе с видом на море, Лея едва держалась на ногах. Она шагала, вцепившись в руку незнакомца, по щекам текли слезы. Жених Лоренцо Альбери, высокий, поседевший, с усталым взглядом шел рядом, не глядя на нее. Она не слышала слов священника, не видела улыбающихся лиц гостей. Все казалось дурным сном. А потом кольца, поцелуй, аплодисменты — все. Она стала его женой. Позже, в дорогом люксе гостиницы, где сквозь окна доносился шум волн, Лея прижалась к стене, сдерживая рыдание. Сердце колотилось, как испуганная птица. Лоренцо тяжело вздохнул и опустился в кресло напротив. «Присядь», — спокойно сказал он. Лея не пошевелилась. «Ты меня боишься?» Она кивнула. Он ненадолго опустил взгляд, словно обдумывая что-то. Потом неожиданно сказал: «Ты можешь уйти». Она моргнула, не сразу понимая его слова. «Что?» «Уйти. Прямо сейчас. Взять вещи и исчезнуть». «Но моя семья — это не семья», — перебил он жестко. «Им плевать на тебя. Они просто нашли способ заработать». Она смотрела в пол. «Мне не нужна жена, которая будет считать меня чудовищем. Я не чудовище, Лея. Я просто хотел вытащить тебя из той клетки. Это все, чего я хотел». Он протянул ей банковскую карту и конверт с документами. «Здесь достаточно денег, чтобы ты начала с чистого листа, в любой точке мира». «Я не знаю, куда идти. Это и есть свобода. Делай, что хочешь. Только пообещай, что не вернешься к ним». Лея посмотрела на него. В ее глазах больше не было страха, только удивление и легкая искра надежды. Через час она уже сидела в поезде до Флоренции. В руках рюкзак и билет. Она не знала, что будет дальше, но знала одно — ее жизнь только начинается. И впервые за много лет она дышала полной грудью. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.